приехали на Куршскую косу. Идем на высокую дюну. Вот это сильный ветер. Мы приехали на Куршскую косу. С этой стороны Балтийское море, а с другой стороны, напротив, находится залив. Куршская коса – это территория, которая соединяет Россию с Европой. Это такая береговая линия. В каких-то местах она узкая, в каких-то местах она узкая, в каких-то местах она очень широкая. Но и с одной стороны, и с другой стороны, то есть и со стороны моря, и со стороны залива есть песок. И песок очень такой красивый, белый, мягкий, чистый. Сюда приезжают отдыхать обычно в июле, в начале августа. Но максимальная температура воды в море 22 градуса. Хотя в 2021 году, в этом году, температура воды доходила до 24 градусов. Мы приехали на Куршскую косу в поселок. Первая наша остановка — это поселок Лесной. Вообще Куршская коса — это национальный парк. И на территорию косы нужно проезжать через контрольный пункт. Вас проверяют документы, вас записывают в список, то могут вас даже не пропустить. Туристов здесь просто всегда очень много, и коса не всегда выдерживает такое количество людей. Просто экологически это не очень хорошо. Так вот, на Куршской косе всего 3 поселка со стороны России, со стороны Литвы 5 поселков. Да. И первый поселок — это поселок Лесное, в котором мы сейчас находимся. Но это наша первая остановка. Мы поедем дальше. Логическая станция, слышали, да? Нет? Это второй поселок, который на Куршской косе. Это поселок Рыбачье. А вон там вот находится третий поселок, поселок Морской. Всего, как я уже говорила, всего 3 поселка на Куршской косе. А сейчас мы идем в лесу, идем на высокую дюну. Называется она высота Эфе. Когда-то давно здесь на Куршской косе работали 2 королевских служащих, которые должны были следить за дюнами. И вот это были Эфе и Мюллер. Эфе, в честь него была названа самая высокая точка на дюнах. Кстати, это по величине 2-я высокая точка дюн в Европе. Первая находится во Франции. Посмотрите, сколько леса, какой здесь лес. А это уже вот песчаные дюны. Это мы пока еще не на самой верхней точке. Верхняя точка выше. Сейчас мы находимся в сосновом лесу. Его называют танцующий лес. Этот лес известен тем, что здесь обычная сосна, но она изогнутая. То есть и это не весь лес, а именно какая-то часть
этого леса, и есть несколько легенд, почему так произошло. Это лес не старый, это лес все новый, его высаживали где-то в 60-х годах, уже после войны, то есть это уже когда был Советский Союз. И одна из легенд гласит, что, может быть, когда Кёнигсберг, территория Кёнигсберга еще была немецкая, в этом месте проводились какие-то исследования ядовитых продуктов. И, может быть, где-то здесь они еще остались, потому что вот на этой территории лес такой, очень изогнутые деревья. Обратите внимание, еще за мной видно, вот это вот все на земле, это не трава, это мох, что вообще не типично, что трава на этой территории вообще не растет. А вот с другой стороны, там уже другой лес, деревья уже ровнее, и там растет трава. Вот какая-то такая аномалия. И вот вы видите, деревья совершенно разной формы. И есть дерево, есть сосна, из которой из одного ствола сразу несколько стволов, 5 стволов идет прямо из одного толстого ствола. Это все очень такой нетипичный лес. Сейчас он огорожен. Сейчас можно ходить только по специальным тропинкам. Но раньше, уже даже 10 лет назад, ходили люди как хотели. И какие-то там тропинки еще остались, видно. Сейчас все огородили, чтобы такого не было, чтобы оставить этот уникальный лес в его первозданном, можно сказать, виде. То есть в виде, в котором вот его посадили и как он вырос. Очень необычное место. Здесь еще очень такой необычный аромат. Поэтому я почему-то склонна верить к такой легенде, что, может быть, здесь проводились какие-то исследования, был какой-то полигон. А еще в этом лесу у немцев тоже был... Здесь занимались парапланеристы. И здесь была такая школа, достаточно известная, потому что с залива, с моря был очень сильный ветер. И заниматься планеризмом здесь было намного удобнее, чем в других местах. И здесь были поставлены несколько рекордов. Да. Вот такое вот необычное место. Вторая легенда, то, что на этой территории какие-то геомагнитные излучения, и именно из-за этих магнитов деревья такие искривленные, да? То есть они растут не ровными, а под своим уникальным рисунком. И тоже, то есть это одна из легенд, точно до сих пор неизвестно, что же это, почему здесь такие деревья. Уважаемые гости национального парка, просим вас не заходить за ограждение и не обнимать деревья. Это приводит к стиранию коры и вытаптыванию почвы. Вас очень много, а деревьев становится все меньше. Не исполняйте свои желания ценой гибели уникальных сосен. Давайте сохраним этот лес для потомков. Лес создан искусственно, но все-таки естественность, которая здесь, на этой территории была, она очень явно видна. Именно вот с этой стороны деревья такие изогнутые, а через дорожку, вот посмотрите, они такие ровненькие стоят. Уникально.